Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее, к чему все идет. Давайте заглянем в будущее с 1 по 10 февраля. Что будет меняться с первых дней февраля? Будем реалистами, конечно. Любой расклад, прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. В самом начале месяца, а точнее с последних чисел января, планета Уран перешел в прямое движение. И это означает, что мы можем узнать какую-то правду, или могут прийти на наш порог неожиданные новости, или сам период может напоминать метаморфозы. 10 дней не такой уже большой срок, но, пожалуй, именно в эти 10 дней мы можем понять, что некоторые ситуации прошлого завершаются. И здесь словно прошлое пытается оттолкнуться от нас. Оно не будет или что-то не будет повторено, а будущее еще не отстроилось или не родилось. Вот этот момент перехода мы можем чувствовать очень остро. Но правильные действия тогда нам помогут, как и чего-то не упустить, так и правильно решить вопросы. Вот давайте узнаем с позиции карт и переложим. Я предлагаю вам переложить или вспомнить, что же вас сейчас как останавливает, или что вас ввергает в сомнение, или то, чем вы заняты, может быть, как раз наоборот активно, но не знаете, получится или нет, выгорит, не выгорит. Переложите назначение карт и альтернативный вариант карты, я надеюсь, подскажут. Итак, будущее. Будущее с 1 по 10 февраля. Вопросов мы не задаем колоде Ленорман, а просто раскроем цепочку развития событий. Что зачем будет происходить? Ваше будущее с 1 по 10. К чему все идет? И на колоде Таро Чиро Маркетти достанем первую карту «Неожиданность». И пусть это будут приятные сюрпризы. А вторая карта, мы ее назовем «Колесо фортуны». Колесо фортуны, в чем ваша удача? Или какие вопросы вы как раз сможете решить? Что исполнится за эти 10 дней? В чем ваша сила? По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Здесь же учеба, ваши достижения, документы, у кого что. Энергии денег, энергии любви и личной жизни. Достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Давайте будем узнавать. Очень добрая карта. Для кого-то хорошие сведения, хорошая информация. Или возможность, если вы со своим любимым человеком на расстоянии, съехаться, соединиться. Соединиться, может быть, с семьей. Много, в принципе, общения эта карта обещает, но это такое доброе общение. Нам нравится общаться, это точно. Или, может быть, вы ждете какого-то документа издалека. Вы тоже его можете получить. Карта может еще говорить о том, что вы собираетесь переехать, может быть, далеко, или как ищете работу с командировками, или просто поездка какая-то для вас может быть осуществлена быстрее, или к вам кто-то приезжает, такое тоже могу добавить. Но общение само по себе, безусловно, по аркану птицы и информационность этого периода. Может быть, много разной, кстати, информации, которую вам придется фильтровать, стоит этому доверять или нет. Но энергия этой карты очень продуктивны и, самое главное, приятны. Поэтому где-то предвещают тот период 10 дней, когда и некогда будет скучать, но вам будет нравиться. А ведь и правда у кого-то личная жизнь, у кого-то обсуждение, откровенные разговоры с учетом аркана Аист, тоже птица. И для кого-то из вас важное решение: я завершу свое одиночество. И договориться жить вместе вы можете тоже, если была какая-то дружба. Для кого-то это может быть встреча с человеком, с которым вы просто на расстоянии. В любой сфере жизни. У кого-то это партнерские отношения, может быть, вы куда-то собираетесь. Или вы собираетесь продать недвижимость в одном месте и купить в другом. Или просто вот совершить какой-то переезд. Тут самые разные могут проигрываться направления. Но если птицы, где-то предполагается у нас бубны,
но это деловые вопросы вы можете решать, то вот аист– это личная жизнь. Личная жизнь, вот здесь, понятно, у каждого по-своему. Для тех, кто один или одна, вы можете задуматься, а стоит ли мне продолжать свой сольный вариант. А для тех, кто вместе, в паре, здесь возможность даже помириться. Вот это может быть. Если по какой-то причине вы не поняли друг друга или была какая-то история, ну, понятно, что имеется в виду продолжение именно той истории, когда вы знаете, что в отношении вас партнер откликается. Это не есть какая-то одноступенчатая или как игра в одни ворота, когда вы словно желаете чего-то или топчетесь на месте, а отклика от человека нет. Имеется в виду те отношения, когда они продолжены или продолжаются, или, по крайней мере, тот союз, когда бывают ведь всякие шероховатости в отношениях, потому что встречаются два разных человека, соединяются, и пока научатся понимать друг друга правильно, ну, где-то быть более снисходительным, благородным по отношению к оппоненту нашему или нашему партнеру. Тут ведь тоже проходит какое-то время. Самые разные вопросы по личной жизни могут решаться в эти 10 дней. Но даже если что-то стало на паузу, как будто с вашей позиции здесь может быть что-то продолжено. Карта змея. Для кого-то карта страсти. С другой стороны, конечно, по змее есть и присутствует, по крайней мере, элемент недоверия. По этой карте могут быть и люди, персоны, которые за вами наблюдают или дают вам неправильные советы. С позиции «я желаю тебе добра» или «послушай меня», там, ну, самые разные, может быть, вариабельность подачи информации, но тем не менее, вам нужно что-то самим решать. Где-то карта будет говорить, опять же, змея. Это мудрость. Это мудрость, и у нас уже 1 февраля мы вступили в год змеи по восточному календарю. И год призывает адаптироваться самим и организовать свою жизнь по-новому. А много будет это изменений, это совершенно точно. Если мы говорили метаморфозы, и новости могут быть в первой половине, в принципе, даже февраля, но я бы сказала не в первой, это у нас расклад на 10 дней, а новости нас будут сопровождать весь 2025 год. И многие, кстати, фейки скроются в этом году. Или тот, кто тень на плетень наводил, здесь тоже будет постепенно все становиться по местам. Поэтому вот это может быть как тайна. То, что было скрыто, вы тоже узнаете. Для кого-то из вас важные решения. Это вы будете принимать по части личной жизни, если вы понимаете, что мне дорог человек. Может быть, даже у кого-то была ссора, тогда вы будете пытаться найти общие контакты, проговорить как раз важные темы. Или вами буквально движет вот это сильное чувство влечения, такое тоже могу допустить. Но что бы тут ни было, мудрость и наблюдение. Змея наблюдает, она никуда не торопится. Но не торопится это не значит, что мы поставили все на паузу, сидим и ждем. Нет, вот это какой-то момент нужно пронаблюдать, или как откликается человек на вашу просьбу или на ваше предложение, на какую-то информацию. То есть тут для чего это наблюдение? Выводы делать, по сути дела, так. С выводами по прежним ситуациям мы становимся мудрее, даже если нам довелось пережить сложности или какие-то препятствия в нашей жизни. Давайте откроем 4-ю карту. Ну, не зазеваться все же стоит, и я могу предположить, что есть один человек, который к вам относится очень хорошо. И нужно будет очень внимательно, может быть, отстроить палитру отношений с этим человеком, потому что энергии вокруг вас могут быть, ну, такие разные. Или вам доведется общаться, договариваться с людьми, когда вы чувствуете какой-то подвох. Аркан мыши– это не есть что-то крупное, но это какая-то мелкая помеха или конкретно люди, которые нам пытаются вставлять палки в колеса. Иногда, увы, проигрываются даже наши близкие. Дают совет, который из лучших, опять же, побуждений. Все то, что я говорила по аркану змея. Тогда вот будьте внимательны, потому что вас словно пытаются в какую-то другую сторону увести. Или несколько запутать вас, и не сделать это даже, может быть, нарочно,
а потому что у человека именно видение решения определенного вопроса свое, индивидуальное. Или человек видит развитие вашей жизни как-то по-своему, и чего бы тут ни касалось. У кого-то это может касаться вполне учебы или нахождения работы, построения вообще дальнейшей своей траектории по части быта вашего и работы, может быть, графика работы. Здесь есть определенно какое-то или может быть противодействие, даже которое завуалировано в мягкой форме, вам может помешать. Поэтому будьте сами вот в этих энергиях змеи, потому что просчитывать вам что-то придется, слушать свою интуицию, наблюдать и делать выводы. Опять же, давайте мы посмотрим, каковы неожиданности. Я могу сказать смело, что неожиданностей нет. Если и есть, то приятные сюрпризы. К примеру, получение денег, получение важных документов. И тогда вот всю ту ситуацию, о которой мы с вами говорили по колоде Ленорман, это не есть внезапно случившееся в эти 10 дней. Вы уже как будто находитесь в этих энергиях. Вы уже какой-то либо вопрос не прояснили, либо, может быть, придет какая-то как раз информация или человек конкретный проговорится, и вы расставите все по местам. По части вашего социума, по части ваших контактов, или для кого-то из вас это будет касаться и личной жизни. Вам нужно прояснить необходимо обстановку для того, чтобы ваша жизнь, она была более понятна. Меньше в ней было путаницы и сомнений. И в неожиданностях как раз и получится у вас что-то сделать для себя очень хорошо, надежно, правильно. Может быть и по деньгам. Может быть это будет сопряжено с вашими родственниками, с вашими близкими, с вашей семьей. Для кого-то это будет неожиданности по части бизнеса. И тогда, может быть, куда-то придется отправиться. Это может быть связано с документами тоже. Не потерять времени. Для кого-то из вас в неожиданностях может такой человек появиться, который крепко стоит на земле, который может вам дать дельный совет. Вот есть те, которые не дают дельных советов, но тем не менее есть и тот, на кого вы можете положиться. Чаще всего по королю Пентаклей это идут люди, которые сделали себя сами. Это деловые люди идут. И те, которые прочно стоят на земле, потому что их самих жизнь ставила не раз в тупик. Им приходилось эти тупики преодолевать. И вполне вероятно, вот что такой человек надежный есть. Есть какие-то важные согласования, либо это будет карта говорить о том, что вы захотите делать карьеру. Или вы будете рассматривать о совместном проживании действительно вместе с вашим любимым человеком, когда вы задумаетесь, где наш дом, где место нашего уюта, где наше гнездышко, вот такое тоже проигрывается по королю Пентаклей, и это несколько будет для вас неожиданно. Или вы сами согласитесь на это. Сложно в том плане, что есть, как я уже сказала, и реальный доброжелатель, но есть еще и какие-то мыши. Поэтому, может быть, вам и выпадает карта змеи, наблюдения, анализа, правильных выводов и мудрости. Но вот, знаете, как у Экзюпери есть такая фраза: «Всего глазами не увидишь, важно почувствовать сердцем». Вот и вам важно почувствовать сердцем. В чем же ваше колесо фортуны? А здесь как по судьбе. Всегда иерофант, правда, у кого-то может совпадать с тем, что вы таки решитесь оформить ваши отношения. Пусть вы решитесь вместе только начать проживать, но какая-то история должна быть продолжена в своем развитии. Для кого-то из вас это будет по части вашей работы или ваших достижений, или какие-то важные согласования с высшими чиновниками. Тогда ваша удача будет в том, когда вы принимаете какой-то мироуклад, миропорядок, саму по себе систему иерархии, не идете против нее, а правильно с ней взаимодействуете. Может быть, где-то и в обход. Вот я такое могу предположить, но не нарушая закон. Здесь, если не один фарватер или не один путь, как будто вы можете пройти, значит, вы что-то можете сделать иначе. Иными словами, есть другой путь, есть иная возможность. Здесь по судьбе высшие силы вас буквально ведут и где-то охраняют. И все то, что в вашей жизни складывается, имеет свою закономерность. Но если вы, допустим, принадлежите к преподавательскому составу, конкретно в эти 10 дней для вас может открыться возможность
ваших чистолюбивых планов. Вы повысить вашу роль или ваше влияние, вашу популярность, получить высокую должность, сделать головокружительную карьеру по части именно, если вы в просвещении работаете. Потому что иерофант — это всегда учитель. Конечно, мы можем выступать и в роли ученика, и для кого-то из вас это вы пойдете учиться, или вас заинтересует какой-то новый навык, скилл, как мы говорим, или вас заинтересует какая-то профессия, ремесло, или вам будут необходимы знания, потому что вокруг что-то меняется, и здесь нужно именно разобраться, каким образом, допустим, отстраивать в будущем свое благополучие. Самые разные ситуации, но когда выпадает иерофант, нас ведет действительно судьба. И пусть мы прошли какой-то сложный путь проб и ошибок, значит, это было совершенно сделать необходимо для нашего опыта. И когда мы подводим итоги, когда мы с чем-то разбираемся, когда мы расставляем все по местам, после этого наша жизнь начинается с более правильной ноги. Дела, работа, бизнес, достижения. А правда, у кого-то и учеба может пройти, у кого-то сдача экзаменов или новый формат обучения. Может быть, вы сами придете к выводу, что да, действительно, мне не хватает знаний. Для кого-то из вас, если у вас свой бизнес, вы можете прийти к выводу, что какому-то своему партнеру по бизнесу вы не доверяете и будете искать нового человека. Или кто-то не будет искать нового человека, а будет искать знаний, чтобы это делать самому. Или алгоритм какой-то. Вот как у кого-то так все может проиграться. Для кого-то из вас это решение о переезде, может быть, или о какой-то поездке. Вообще, паш Пентакли — это всегда готовность к обучению и готовность к новому, расширять свои горизонты, расширять и собственный кругозор. Для кого-то из вас это могут быть вопросы, связанные с детьми, и обучением детей тоже. Но это всегда благополучная карта, как нового старта в будущее. И правда, прошлое завершается, а будущее нам еще только предстоит отстроить. Если вы ожидаете какого-то документа и все никак не решается ваш вопрос, продумайте, в какие двери вы можете войти еще, или обратитесь к специалисту, или к какому-то другому чиновнику, или если к чиновникам не обращались, а сами все время пробовали что-то сделать, определенно вы можете что-то решить, но с какой-то новой концепцией. На деньги, подведение итогов, по сути дела. Я должна сказать, что деньги есть, деньги будут, но не об этом, не совсем о денежной теме нам говорит 20-й старший аркан. Да, это избавление от боли, избавление от страданий, но это больше новая какая-то стратегия финансовая, потому что прежняя не сработает. Может быть, обстоятельства, в которых вы находитесь, меняются, и вам нужно освоить буквально новые системы взаиморасчета. Или для кого-то это получение денег было буквально как кэш в руки, а для кого-то теперь нужно понимать, как это сделать в электронном виде. Или освоить электронные деньги, или освоить криптовалюту. Здесь есть то, что вам нужно именно изучить, как новые технологии, потому что прошлое действительно заканчивается, пытаясь от вас оттолкнуться. И вот этот момент перехода, он может быть в некоторых финансовых темах, вопросах. И у кого-то, как я уже только что сказала, с чем это может быть связано, а у кого-то это будет связано с переездом. Как мне осуществить переезд? Здесь продать и где-то в другом месте купить. Каким образом, опять же, или что мне использовать как систему взаиморасчетов? Для кого-то вопросы вторичного заработка. Или какие-то новые технологии вы можете изучать, которые тоже вам помогут, как вторичный доход, приносить деньги. Здесь самое главное, что мы смотрим в будущее, мы уже не оглядываемся назад. И это нам помогает идти в ногу со временем. И когда прошлое быстрее закончится, а мы сумеем увидеть какие-то новые горизонты. И нам это все по судьбе, вам, мои дорогие, потому что вверху аркан Верховный Жрец. И, скорее всего, эта тема не совсем, и тема фортуны тоже. Это будет продолжено, я смело скажу, на весь февраль. Два старших аркана никогда не проигрываются на короткий период. Чем-то подобным, что вас сейчас беспокоит, финансы или, может быть, документы, или какие-то соглашения с партнерами разными, в разных сферах жизни. Эта тема будет превалировать в феврале. Личная жизнь, давайте узнаем.
Здесь тоже победа. У кого-то достижения, ну, то, что вашего бизнеса или ваших достижений по изучению чему-то, чего-то точнее, могут добавлять вам как самодостаточности, самоуверенности, мои дорогие. Победа может быть и в личной жизни, когда вы с кем-то помиритесь, правда, получится. Карта победителя нам о чем говорит? Ты все-таки не можешь расслабиться, потому что ты вынужден контролировать что-то дальше. Поэтому, если даже у кого-то были сложные отношения или вы поссорились из-за, так и иногда бывает, бывает это в парах, которые начали жить, может быть, к примеру, не так давно или пробовали жить, а потом расстались, потому что было много родственников с двух сторон и много советчиков, и в результате союз распался. Так вот, вы можете соединиться и разобраться, кто там наводил тень на плетень. Вот, кстати, очень интересно сложилось. Понятно, это не для всех, но ваша победа определенно точно будет. Какие-то важные итоги вы, выводы делаете и переворачиваете страницу своей собственной жизни в сторону новых возможностей. Карта совет. Будь готов к неожиданностям. Я сказала, тут будет действительно что-то продолжаться. И в течение 2025 года мы еще столкнемся с множеством новостей. Мы узнаем или изменим свое мнение. Раньше мы думали, что это абсолютно истинная и правда, а потом мы вдруг можем узнать, что это был фейк. Здесь могут быть продолжены метаморфозы. И нам придется принять во внимание, что то, что мы прежде думали, такого не может быть никогда, вполне вероятно и осуществится. Для кого-то из вас карта скорости будет говорить буквально, у тебя будет добрая возможность согласовать какие-то документы, и это будет необходимо собраться, отправиться и не упустить важный момент, не отложить что-то на потом. К вам может приехать какой-то человек и принести новость или какое-то событие. Здесь убыстряться могут некоторые вопросы, давая вам альтернативные возможности для вашей самореализации. По рыцарю жезлов он едет. Ему нравится драйв. Драйв нравится больше, чем стоячее болото. И вот где-то эти энергии примерить на себя вам тоже советует карта. И, может быть, завершить одиночество для кого-то. Это так будет советовать карта. Но я больше вижу, жезлы у нас дело работы, бизнес и деньги. Будет что-то и дальше меняться. Поэтому держи руку на пульсе и быстро реагируй. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.